Вы находитесь в одной из интереснейших экспозиций, которая открылась на территории обновленной ВДНХ 24 мая 2019 года. Это Центр славянской письменности «Слово», где мы рассказываем о том, как появился алфавит, каковы были причины его создания, как он развивался и какую огромную роль слово и письменность сыграли в нашей общей жизни. За моей спиной один из первых объектов нашей экспозиции – это так называемый импровизированный храм, который прежде всего напоминает нам о том, что создание письменности и появление алфавита во многом совпали в истории нашего государства с принятием христианства. Письменность была создана греческими просветителями, монахами Кириллом и Мефодием в конце IX века, а христианство мы принимаем в конце X века. Не случайно так важно и так священно было слово, тем более слово написанное. Но как можно было познакомить всех людей, проживающих на территории нашего государства, которые преимущественно были, конечно же, людьми неграмотными, с новыми вот этими догматами, принципами христианства, которые приходят в нашу историю, приходят в нашу культуру? Конечно же, во многом способствовали и храмы, и то, что изображено на них. Этот импровизированный храм не случайно испещрен таким большим количеством барельефных изображений. Это не просто изображения каких-то мифических существ, животных, многие из которых не существовали в реальной жизни. Это прежде всего символы, которые могли легко быть считанными людьми, которые понимали определенные христианские принципы и определенные христианские догматы. Но так, например, на нашей импровизированной колокольне вы видите изображение льва. Лев и сейчас, как мы говорим, царь зверей, но надо сказать, что и в древние времена он был символом царской власти, и надо сказать, что такой же властью считалась и власть Царя Небесного, Христа, который как раз приходит вместе с принятием христианства. Не менее важным новым понятием, которое появляется в жизни людей средних веков, являются, конечно же, книги. Безусловно, первые книги были исключительно рукописные, и выполнялись они даже не на привычной нам бумаге, а на пергаменте, это тонко выделанной шкуре животных, домашних преимущественно, поэтому имели такие большие объемы. И здесь у нас представлены одни из первых рукописных книг, Остромирово Евангелие, которое было написано дьяком Григорием для богатого новгородского посадника Остромира в начале XI века, в первой половине XI века, и это было создано специально для того, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Хочу обратить ваше внимание, что если вы будете пытаться прочитать этот текст, вам вряд ли это удастся. Это так называемое уставное письмо, где каждая буква была графическая, где между словами еще нет пробелов, поэтому это понятно узкому кругу специалистов. Еще одна важная книга, которую мы демонстрируем, это «Слово о законе и благодати», которое является такой проповедью, написанной первым русским митрополитом Иларионом, и рассказывает о том, какой огромный вклад вносит, в том числе в Русь, вот в этот процесс христианства, какова ее роль. Это еще и ода великому мудрому князю Ярославу Мудрому, при котором он, соответственно, жил. Но понятно, что вот эти книги писали люди уже грамотные. А как же шел вообще процесс обучения, и что являлось первыми, можно сказать, письменными принадлежностями? Это деревянная цера, доска с углублением, заполнявшимся воском, и специальные такие приспособления. Это были костяные, деревянные или металлические стержни с более широким концом, которые назывались писало. Острым концом наносился текст, часто копировался текст из псалтыри, как я сказала, одними из первых учебников псалтыри являлись, и широким концом по воску ненужный текст удалялся. После того, как весь текст был готов, заливался новый воск, и можно было, соответственно, продолжить обучение или тренировку своей руки. Постепенно грамота становится доступна большему количеству людей, и вот этот тип письма, уже возникший на территории нашего государства, подтверждают и многочисленные находки в 20 века. В 1950 году была предпринята серьезная археологическая
экспедиция в район Новгорода, где были найдены в большом количестве берестяные грамоты. Дело в том, что прежде всего это показывает, как был развит Новгород, какое большое количество грамотных людей было в нем, которые могли посылать друг другу такие живые записки. Конечно же, здесь мы видим примеры простого человеческого языка, общения, которое является основой любого разговорного языка, но тем не менее, тот факт, что среди тех, кто владел грамотой, был и небольшой мальчик Анфим, чью берестяную грамоту вы можете увидеть за моей спиной, говорит о том, что многие в Новгороде владели вот этим удивительным искусством письма. Ну, конечно, если говорить о том, вообще для чего появился славянский алфавит, прежде всего для того, чтобы перевести на славянский, понятный славянам язык, книги, написанные ранее только на греческом или латинском языке, преимущественно религиозные. И переписыванием этих книг, их созданием занимались как раз монахи-писцы или монахи-переписчики. Надо сказать, что условия были достаточно сложные. Переписка велась с помощью, как правило, перьев. Это были гусиные перья, лебединые перья. В редких случаях могли использоваться павлини для каких-то редких документов. Надо сказать, что написание книг занимало достаточно много времени. На написание одной страницы могло уходить от суток до 2, а создание страниц, создание книги могло занять более года или до года. Поэтому книги создавались и достаточно сложно, и к ним очень трепетно относились. Надо сказать, что процессом книгопечатания мы обязаны, как общепринято, Иоганнесу Гутенбергу, немецкому печатнику, который, собственно, создал буквоотливную машину. У нас на нашей экспозиции представлена как раз такая типичная касса с теми самыми литерами, то есть буквами, отдельными буквами, которые складывались в слова, фразы и потом, соответственно, носились на печатный лист. Литеры были и деревянные, и металлические, и процесс постепенно стал развиваться. И надо сказать, что, может быть, это покажется странным, первые книги на славянском языке были тоже напечатаны в Европе. Правда, не западной, а восточной, в Кракове и Праге. И здесь у нас представлен часослов Швайдпольта Фиоля, немецкого печатника, и очень известного белорусского и европейского просветителя Франциска Скорины «Библия». И надо сказать, что особенность этих книг является то, что прежде всего нам уже понятен размер, он отличается от того, который мы видели ранее, соответственно, становится более комфортным, более удобным. Таких книг можно напечатать уже было большее количество, и оказаться они могли в самой разной среде. Ну, конечно же, книги приобретались людьми преимущественно обеспеченными. Но что делает Франциск Скорина, и это очень важные такие новаторские вещи. Во-первых, мы видим, что текст возможно прочитать, между буквами появляются пробелы. Кроме того, мы видим уже не рисунок с помощью изографа, а это у нас гравюра, которая была тоже оттиснута на печатном станке. Есть игра некая со шрифтом, шрифт принимает определенную форму, появляется титульный лист, появляется нумерация страниц, но поскольку еще не знакомы с арабскими цифрами, то делают буквенную нумерацию. За моей спиной следующая часть нашей экспозиции, которая посвящена как раз процессу освоения грамотности. Надо сказать, что это такой некий импровизированный класс, где количество парт не случайно. Каждая парта отражает тот или иной период освоения или обучения грамоте в нашей стране. Серьезный прорыв, конечно, произошел в эпоху Петра, о чем мы уже говорили. Петру было нужно много грамотных людей. Конечно, преимущественно это были выходцы из дворянского сословия, но тем не менее он мог на них уже опираться. При Петре происходит очень важная вещь. Дело в том, что появляется дифференциация учебных заведений. Появляются цифирные, или, как бы мы сейчас сказали, математические школы. Появляются артиллерийские, военные, ну, ровно по тем отраслям знаний, которые были нужны императору и реформатору. В этом разделе, в потоке речи, представлена некая комбинация. Тексты предоставлены журналистом Филиппом Дзетко, а визуальный ряд, фото и видеоряд предоставлены оператором, режиссером
фотохудожником Александром Гронским. Надо сказать, что это их видение данных текстов. Чтобы познакомиться с этими текстами, достаточно снять наушник и совместить его с тем изображением, которое вы увидите в этом небольшом окошке. Поскольку мы, когда остаемся с книгой наедине, мы, как правило, в нее полностью погружаемся. И вот именно такая возможность у вас будет, воспользовавшись этой такой вот комбинацией. Надо сказать, что это видение этих двух авторов. Возможно, ваше восприятие текста и тот визуальный ряд, который предложен, не совпадут, но это ровным счетом ничего не значит. Это еще раз доказывает, что литература – это всегда про личное. Здесь, на этом таймлайне, мы обращаем внимание прежде всего на тех, кому мы обязаны тем, что славянские звуки обрели свое символическое изображение, тем, кто создал славянский алфавит. Кирилл и Мефодий, их изображения вы можете найти в этих двух медальонах. Но если вы приглядитесь, то какие-то странные знаки зашифрованные, их имена зашифрованы какими-то странными знаками. Многие знают, а многие забыли о том, что вообще-то в основе алфавита была глаголица. И здесь есть замечательная такая фраза, и слово это было написано на глаголице. Дело в том, что глаголица очень серьезно отличалась от того, что мы с вами сейчас привыкли видеть в нашем алфавите. В ней было гораздо больше знаков, чем те 33 буквы, которые мы имеем на сегодняшний момент. И надо сказать, что это был достаточно сложный язык, с чем связано то, что последователи Кирилла и Мефодия, в частности Климент Охридский, на территории современной Болгарии, переработали этот алфавит, и стал он называться в честь создателей этого алфавита кириллицей. Все идет в этой жизни по пути упрощения, и на этом протяженном таймлайне мы как раз рассказываем о том, как упростилось наше письмо, что было связано с определенными, конечно же, причинами. Вот здесь у нас представлена буква «Ять», которая сейчас не присутствует уже в нашем алфавите, стала она жертвой реформ начала XX века, и представлена она в написании уставным письмом, где для того, чтобы создать такую геометрическую большую букву, нужно было сделать более 7 движений. Соответственно, отсюда и такой длительный срок производства книг. Так долго их писали. Иногда, как я вам сказала, до года доходило писание. Но постепенно количество книг должно быть больше, и у нас происходит значительное упрощение написания. Наш импровизированный монах-переписчик или монах-писец выступает здесь и говорит такой небольшой каламбур: «Устав выписывать по букве, перехожу на полуустав». Что же это значит? Во-первых, буквы становятся не такие геометричные, они становятся значительно меньше, появляется наклон, что, конечно же, влияет тоже на скорость написания, и для произведения той же самой буквы «Ять» можно сделать уже 3-4 движения. Но на этом дело не заканчивается. И в конце 14-го, начале 15 века появляется еще такой вид письма, который называется скоропись. Здесь отдельные буквы буквально обозначаются, но тем не менее скорость письма значительно увеличивается. Параллельно существует декоративный вид письма, который называется вязью и широко используется в различных заголовках, в украшении тех или иных текстов. Самые большие перемены, конечно, произошли в эпоху Петра. Он значительно упростил написание букв, появились прописные и строчные, и надо сказать, что это уже очень близко напоминает то, что мы имеем с вами в настоящий момент. Но и при Петре часть букв стали жертвой определенных реформ. Следующей нашей интерактивной платформой являются такие интересные столы, на каждом из которых вы можете увидеть буквы, причем те буквы, которые вы можете найти в нашем алфавите, и тех, которых уже нет. Все те буквы, которые были частью как раз кириллического алфавита. Но вот эта удивительная платформа позволяет проследить, как трансформировались буквы в пространстве и времени, когда они исчезли или сохранились до настоящего времени, и можно узнать очень много интересного о форме их изображения, о их графическом внешнем виде и в уставном, и в полууставном письме, и во время использования скорописи. Как это действует, я вам элементарно сейчас продемонстрирую.
продемонстрирую. Допустим, возьмем такую уникальную букву, которую вы уже не увидите в нашем алфавите. Она была заимствована, как еще другие 23 буквы, из греческого алфавита, называется кси. А чтобы проследить всю ее историю, достаточно положить ее в этот паз, и она спроецируется на экран. На этом алфавитном дереве наглядно видно, какое количество людей сейчас широко используют кириллицу в своей культуре, письменной культуре. Мы занимаем 5-е место, я имею в виду славянские народы, по распространению языка, и говорят на славянском языке порядка 300 миллионов человек. Но вначале все-таки была не кириллица, а вначале была глаголица. Именно она была создана греческими монахами, братьями Кириллом и Мефодием. Но даже здесь наглядно видно, как непрост и неоднозначен был этот алфавит, включавший более 40 знаков, как они были сложны для запоминания, поэтому, собственно, широкого распространения она не получила. А вот кириллица, переработанная Климентом Охридским и наиболее нам сейчас понятная, она, конечно, получила свое такое второе рождение. На этом языке говорят и македонцы, и черногорцы, и сербы, и болгары, и украинцы, и белорусы используют славянский алфавит в основе своего языка. И два серьезных всплеска, которые произошли в истории языка в период на рубеже XVIII века, это как раз эпоха Петра, когда позже чуть была провозглашена Российская империя, появились новые территории, где тоже распространялся славянский язык как главный, основной, государственный. И, конечно же, советская кириллизация 30-х, начиная с 30-х годов, касающаяся другой империи, исчезнувшей с карты страны в 1991 году. Примером того, что этот язык продолжает распространяться и до настоящего времени, являются небольшие листочки, которые находятся в конце этого дерева. Вы можете прочесть Негидальский, 2010 год, и Телеутский. Это народы, которые не являются славянскими племенами, но тем не менее в основе их языка лежит тоже кириллический алфавит. Наша обзорная экскурсия называется «Кириллица в пространстве и времени», собственно, как и карта, которую вы видите перед собой, предложенная нам художником, дизайнером и шрифтовиком Юрием Гордоном. Надо сказать, что карта – такой заключительный аккорд любой нашей экскурсии, и прежде всего она собирает в себя целый ряд фактов интересных, которые он собрал и которые рассказывают о трансформации букв, о том, как они видоизменялись, где появились, как развивались. Собрал целую интересную коллекцию исторических фактов, которые заинтересовали, безусловно, его. Начиная с места, где родились Кирилл и Мефодий, город Солунь, откуда они отправились в Византийскую империю и по приглашению моравских князей дальше в Моравию, где в городе Велиграде, собственно, и создали свою вот эту азбуку, этот алфавит, который назывался сначала глаголицей. Автор этой карты, как мы ее называем, карта роман, обращает наше внимание на огромный вклад, который внес Петр I. Не случайно он смотрит с этого медальона с запада на восток, так как считается, что именно он переодел русский алфавит, но мы говорим, конечно же, о гражданском шрифте в большей степени, в европейское платье. Здесь очень много интересных исторических фактов, в частности, центральную часть вот здесь занимает написание названий бывших среднеазиатских республик, ныне независимых государств, и в их написании присутствуют уже латинские буквы. Это связано с тем, что сейчас в угоду той или иной политики этих государств они переходят постепенно на латиницу. Здесь представлены образцы прописей 1913 года, на тот момент признанные самыми удачными. В крайнем левом углу этой карты вы можете увидеть все буквы кириллического алфавита, которые сохранились до настоящего времени, которые исчезли. И еще очень много интересных фактов о развитии нашего языка и нашего алфавита. Будем рады видеть вас всех в пространствах нашего центра славянской письменности слова, и надеюсь, что это время, которое вы с нами провели, было для вас полезно.